Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня будет довольно-таки интересное видео. Сегодня будет видео о готовых работах, связанных за все лето. Вот такая вот у меня коробочка. Конечно, игрушек должно было быть здесь намного больше, но часть у меня была связана на заказ, а часть у меня находится в магазине. Ну и еще небольшая часть у меня уже продана. Поэтому я вам покажу только те игрушечки, которые у меня сейчас есть в наличии, а остальные я в конце видео вставлю либо фотографии, либо какие-то небольшие кусочки видео, которые я снимала ранее. В общем, как-то так. Показывать игрушки буду совершенно не в хронологическом порядке. Также хочу сказать сразу, если вдруг я не назову автора какого-то мастер-класса, либо вас заинтересует какой-то мастер-класс, я в описании под видео оставлю ссылочку на группу ВКонтакте, в которую я добавлю бесплатные описания. Либо, может быть, оставлю ссылку на видео мастер-класс, или же, если мастер-класс платный, вот как, например, по этой куколке, то я оставлю вам ссылочку на Инстаграм, либо там, где я приобретала мастер-класс. Вот. Так что, прежде чем спросить у меня, чей мастер-класс, где взять мастер-класс и все остальное, пожалуйста, посмотрите в описании. Первая игрушечка, ну, конечно, она не первая была связана этим летом, но, в общем, буду, как лежат они в коробочке, так и буду показывать. Вот такая вот куколка. Эта куколка связана по мастер-классу «Куколка Ксюша». Уже всеми известный мастер-класс, очень такой хорошенький, я бы сказала. Практически у всех девочек получаются красивые куколки. Каждый по-своему оформляет, каждый по-своему ее одевает. Туфельки здесь съемные. У меня вот на такой пуговичке. Конечно, на весу не очень удобно расстегивать. Вот. И вот такой вот туфельчик. Тапочек. Повязочка у меня здесь завязывается. Я не стала ее не пришивать, ничего, просто вот так, как ободочек выглядит. Кудри я вязала на большую длину, чем в мастер-классе. И вязала их из Газал Baby Cotton. Вот. Такие хорошенькие кудряшки получаются. Мне очень нравится. Платьишко и туфельки я вязала из Yarnard Baby Cotton. Ниточка тоже мне понравилась, но понравилась только в спицах. Вот. Ну, тапочки я вязала тоже, в принципе, неплохо вязалась. Но вот вязала я игрушку другую. Полотно очень жесткое. Здесь у меня трусики в цвет носочков. Ну вот. В общем, вот такая вот куколка. Я ее показывала в вязовлогах, поэтому, в общем, не буду зацикливаться. Также еще скажу, что у меня здесь в голове проволока. И вот кукла очень хорошо держит голову и все остальное. Зато ножки вот такие болтыхающиеся. Так. Наверное, покажу сначала всех куколок. Эту тоже куколку-балеринку я уже показывала. Даже у меня почти отдельный ролик про нее получился. Вот такая красотка. Вот. Такое шикарное декольте у нее здесь. Такие рюши. Вот. Совершенно небольшой тут такой как бы шовчик, да, на юбочке.
Но это потому, что здесь воздушные петли. Ну, в принципе, в жизни у нас тоже на вещах швы есть. Здесь вот такие вот перешивные ножки. Это иностранный мастер-класс. Я оставлю вам ссылочку. И также оставлю ссылочку. Кто-то из девочек, в общем, перевел мастер-класс и снял мастер-класс на русском. Да, я, конечно, вязала по описанию португальскому. Ну, как мне уже потом написали, оказывается, есть и на русском. Вот. Конечно, это не совсем правильно, но думаю, ничего страшного, что я с вами этим делом поделюсь. Все равно в свободном доступе он. Тем более YouTube не блокирует ничего. Поэтому, в общем, поделюсь. Вот. И последняя куколка, которая была связана этим летом, это вот такая вот балеринка. Автор Анастасия Макеева. Но таких же балеринок еще вяжет Маруся Прокопенко. Всеми известная. Вот. Она всегда пачками этими вяжет балеринок. Ну и вот такая вот красотка у меня получилась. В одном из видео я говорила, что поменяю ей юбочку. Ну, потом подумала, пусть она остается такая пышная. В общем, так. В общем, немножко она мне так примялась. Но, в принципе, можно поравнять. В общем, что я поняла, я вот это первый раз такую юбочку из фатина делаю. Очень она мнется. То есть, если вы вяжете игрушки, которые у вас лежат, то нужно прям аккуратненько это все сворачивать. И чем-то, наверное, резиночкой присобрать. Либо, не знаю, вот у меня тут, ну, не знаю, сколько здесь куколка полежала, может быть, неделю, да? И вот у нее вот эти вот штучки помялись. Ну, возможно, это еще из-за того, что у меня фатин очень мягкий. Вот. Ну, в общем, кто будет первый раз работать, смотрите. Аккуратно нужно ложить, чтобы ничего не помялось. Даже не знаю, как потом в игре. Ну, в принципе, девочки каждый день играют. Может быть, оно и ничего. А юбочка съемная. У меня здесь вот развязывается узелочек. И юбочка снимается. И остается куколка как бы в купальнике. Вот. Давайте, наверное, покажу. Вот. И получается вот такая вот малышка. Кстати, я не показывала, я ей вышила вот такой вот маленький носик. Ленточки у меня, конечно, здесь шикарные. Ну, пока у меня других нету. Поэтому пусть так будет. Вот. Так, это и все куколки за лето. Вроде бы больше не было. Так, сейчас я уберу и покажу вам другие игрушечки. Следующая игрушечка, которая такая побольше по размерчику, это у меня вот такой вот радужный зайчик. Также оставлю вам ссылочку на мастер-класс. Мастер-класс я нашла в Инстаграм. Вот. По-моему, в Инстаграм. Ну, что-то я уже не помню, но, в общем, поищу ссылочку и оставлю. Вот такие вот глазенки, как обычно, я сделаю белочки, реснички, бровки. Стараюсь оформлять более-менее одинаково. Данного зайчика я вязала из ниточки акриловой. Это ниточки от фирмы Vita Print. Вот такая вот ниточка Baby Print от фирмы Vita. 100% акрил и в 100 граммах 400 метров. Смотрите, я связала целого зайчика такого вот большого. И у меня
еще вот такой лохматый моточек остался. Здесь осталось больше половины. А зайчик получился у меня 29 сантиметров. Да, вот такой шикарный расход у игрушечки. И вот такая вот радужная она получилась. Полосочки здесь получились совершенно разные. На ушках частые переходы, а вот на мордочке получилась вот такая вот имитация какой-то планеты. Как-то так. Давно, кстати, хотела связать такого длинного какого-нибудь зайчика. И вот, наконец-то, руки у меня дошли, но теперь не дошли у меня руки его сфотографировать. Также еще одна из таких вот больших игрушек. Это у меня был связан вот такой вот малыш Йода. Мастер-класс Елены Гараниной. Мастер-класс платный. Мантия у него снимается. Ну, я думаю, вы уже таких видели. Многие вяжут. Вот такой вот малыш. Данного малыша я вязала на заказ, но потом в последний момент девушка поменяла этого Йоду на 2 единорожки. Вот, поэтому этот малыш у меня остался в наличии. И пока живет у меня. Вот. В принципе, здесь рассказывать нечего. Его вы уже видели. Также за лето у меня была связана вот такая вот коллекция игрушечек. Эти игрушечки связаны по моему мастер-классу. Много игрушек по одной схеме. Конечно, их было связано намного больше, но это только те, которые у меня сейчас остались. Одна из наиболее понравившихся мне это вот такая вот зебра. К сожалению, я только одну готовую работу видела по этому мастер-классу. Но мне эта игрушка очень нравится. И, видимо, герой не такой уж популярный. Непопулярное животное, поэтому никто не вяжет. А может быть то, что цвет тут черный и к нему все цепляется. Вот. Но мне очень понравилась игрушка. Всеми известный тигренок. Только этого тигренка я вязала из ниточки Yarnart Baby Cotton. Игрушка получилась очень плотная. Вязала крючком номер 2. Вот. Такой малыш. Но его уже все вяжут. И вы мастер-класс видели. Но на всякий случай, конечно же, вам оставлю и вот здесь вот подсказочку. Ну и также будет ссылочки на все мастер-классы в описании. Еще раз повторюсь. Далее была вот такая вот коровка многострадальная. Она, конечно, хотела быть овечкой, но в итоге получилась коровкой. Не знаю когда, но когда-то напишу и описание по овечке. Но также, кто хочет вдруг связать овечку, вы просто вот эти ушки пришейте вот так вот. А мордочку свяжите кругленькую. Ну вот, например, как у оленя. Только на один рядок поменьше. И у вас получится овечка. Также многие писали, что у овечки нету рожек. Но пусть тогда это будет козочка. Козочка тоже неплохая. Просто, ну как бы у меня нету разницы. Овечка или козочка. У меня все одинаковые. Также вот такой вот платьице. У меня есть мастер-класс на канале. Вы можете такой платьице связать любой игрушки. Не только связанное по моему мастер-классу. Ну, в общем, я все в мастер-классе рассказываю. Я думаю, вы найдете ссылочки на это все дело. Также одна из интересных игрушечек это вот такой вот носорог. Его я уже связала в одежде. Такие вот штанишки, комбинезончик. Хвостик не делала. Я посчитала, что он там внутри в штанишках. Вот. Такой интересный малыш. Кстати, тоже не очень много готовых работ.
тоже, наверное, не очень популярная игрушка. Вот. Также я связала вот такого вот щеночка. Также у меня мастер-класс есть. Вот такой хвостик у него наверх пришивается. Здесь ушки ввязываются. Пришивается только мордочка, носик, который также можно вышить. И животик это уже по желанию. Это, знаете, я просто хотела, чтобы ушко с чем-то сочеталось. Поэтому животиком и сделала. И вот такой вот олень. Это уже как бы такой рождественский олень у меня с красным носом. С такими вот рожками. Кстати, не знаю почему, но мне показалось, что животик ему здесь вообще не нужен. Также у меня были предложения связать ему кофточку, свитерок, но пока руки не дошли. Вот. Вот такие вот замечательные игрушечки. Если вдруг кому-то понравились, проходите на мастер-классы, вяжите. Также по этой же схеме я еще вязала вот такого вот котенка. Этот котенок у меня связан из ниточки Yarn Art Crazy. Это тоже полухлопок, но только вот такого вот окраса. Это, кстати, та ниточка, которая мне совершенно не понравилась. Она очень жесткая. И, в общем, пока я вязала игрушку, натерла палец. Да, ну, кстати, это не единственное мнение о ней, что она такая не очень хорошая. Я еще смотрю девочек, и оказывается, тоже у них есть такая проблема с этой ниткой. Все-таки она просто такая вот жесткая. Возможно, это из-за цвета. Может быть, в каком-то другом цвете она помягче, но вот в таком не очень жесткая. Но игрушка получилась неплохая. Одна из последних игрушечек это вот такая вот единорожка. Я показывала только начало, как я ее вязала. Я обычно вяжу единорожек основу, а потом где-нибудь в дороге, либо, когда мне лень что-то думать, там считать, я вяжу вот такие вот кудряшки. Вот. Единорожка связалась. Такая вот пышненькая грива у нее. Ну, прям такая шикарная. Но она такая шикарная получилась, потому что я здесь связала весь остаток пряжи. Это Cotton Gold батик. Вот. Я связала хвостик, а потом все, что осталось, я связала вот сюда. Одного моточка 100-граммового хватает на 2 вот таких вот гривы. Ну, в общем, не помню сколько, но, в общем, много здесь их. Также есть на единорожку мастер-класс. Так, наверное, это нужно убрать. Также по вот этим вот схемам я вязала игрушку из велюра. Этих игрушечек вы еще не видели. Вы видели только, как я начинала вязать. А вот такая вот игрушечка получилась из велюра, которого я выиграла в Инстаграм в розыгрыше. Вот такая вот чудесная у меня кошечка получилась. Я ей даже усики вот такие вот вышила. Мне кажется, интересно получилось. Кстати, изначально мне что-то не очень понравилось, что полотно растягивается. Но сейчас я вам покажу еще одну игрушку. В общем, результат получился совершенно другой. И смотрите, какой котеночек у меня получился из однотонного велюра. Такой вот миленький. Здесь уже полотно не так растягивалось, а как вот эта вот ниточка, которая, буду называть ее меланжевая, да. В общем, не знаю, как это называется. Кстати, вот напишите, правильно я говорю, что это пряжа меланжевая? Секционная я знаю, батик знаю. Наверное, это меланж.
Вот. В общем, вот такая вот разница у меня получилась. Здесь я убавила один ряд прибавок, но здесь можно было этого не делать, так как пряжа все-таки так сильно не растягивалась. Здесь все-таки можно было добавить, чтобы все-таки голова была такая, как задумана, чуть побольше. Но и такой результат мне все равно нравится. Здесь я вязала четко все по схеме. А вот здесь вот я добавила высоту один ряд, так как голова получалась какая-то очень маленькая. Или может быть даже два. Вот. Ну а прибавки я одну убрала. Здесь голова на 6 петель меньше. То есть она точно такая же, как туловище. Но на вид мне кажется, что она меньше. Здесь я устанавливала вот такие вот глиттерные глазки. Они сюда очень хорошо подошли. Такой миленький котенок получился. Мне прям очень нравится. И на ощупь он такой вот весь нежный. А вот этот, конечно, он тоже приятный, но если вот получить две игрушки, да, то будет на ощупь совершенно различаться. Вот эта мягенькая, а это такая вот шершавенькая. Но результатом я очень довольна. Кстати, на такого котеночка уходит буквально там 20 с лишним граммов пряжи. В общем, хороший расход у ниточки. И игрушечки получаются довольно-таки милые. И самое главное, что они приятные на ощупь. Также к милым игрушкам я отношу вот этих вот маленьких зайчиков, которые я все никак не отнесу в магазин. У меня все что-то не получается. Ну, наверное, все потому, что магазинчик находится далековато от нас. Вот такие маленькие зайчики. Это тоже моя схемка. Вот такой вот маленький он получается. Так, сейчас скажу. Это я вязала из акрила. Получается они 11 сантиметров. Это я вязала вот все из этой ниточки Baby Print. Да. Вот, кстати, из этой расцветки вот такой вот получился. Ну, у меня, в общем, были разные моточки, и я из них пробовала вязать. Я уверена, что они бы продались, если бы доехали до магазина. Мне кажется, они такие хорошенькие, маленькие, но, в общем, не доехали они. Мастер-класс есть в группе ВКонтакте и также есть в Инстаграм текст. Ну, как-то на канале не дошли у меня руки снять это все. Ну, я и думаю, как бы не особо оно тут нужно. Просто маленький зайчик. Я думаю, все уже умеют вязать по схемам. Так, все-таки, наверное, надо убрать, потому что уже ничего не фокусируется. Кстати, я еще вязала вот такого вот зайчика из знака Париж. Это все одна и та же схема. Это мой зайчик. Вот такая вот получается разница. Этого зайчика я начесывала. Просто вот такой вот липучкой. Начесала и немножко его подстригла, чтобы он был не такой лохматый. Я вам оставлю вот здесь вот подсказку. Посмотрите видео, какой он был изначально пушистый и такой бесформленный. Вот. Ну, это я хочу вам показать, что, в общем, сравнение. Выбирайте разную пряжу и получается разная игрушечка. Я, кстати, даже видела по вот этой вот схеме вязали из плюша. И игрушечка получалась примерно 26 сантиметров. То есть, ну, хорошая такая, большая. Также были связаны вот такие вот котики. Котики-колобки. Они, кстати, не единственные, которые были связаны в этом месяце. Но только эти остались у меня. Тоже довольно-таки популярный мастер-класс. Все вяжут. С канала Мир вязаных игрушек. Вот. Вот такие вот колобочки. Кстати, может быть, кому-то интересно.
Я видела, что у всех получается разного размера. Так, давайте вот так буду измерять. Так. Ну вот смотрите, буду вот так от хвостика, от конца и до мордочки у меня 11 сантиметров получается. Ну а так в высоту сантиметров 7. Да. Вот. Я, кстати, видела у Антонины Дегтяревой, она снимала ярмарку. И там игрушечки у 3 мастериц совершенно разные. У кого-то маленькая, у кого-то побольше. Ну, в общем, тоже интересно. Так что вроде бы схема одна, а игрушки получаются совершенно разные. Далее связаны вот такие вот авокадики. Такие вы тоже уже видели на моем канале. Это такая парочка, которая соединяется как бы в одно авокадо. Брелочки. Тоже есть схема в свободном доступе. Их, кстати, очень хорошо покупают. Ну, наверное, молодежь. На ключи повесить, на рюкзак. Вот. Также вот в конце месяца, буквально в августе, я вязала вот таких вот авокадиков. В начале месяца я вязала одного, у меня забрала дочка. И вот я связала еще, потому что все-таки надеюсь дойти до магазина. Вот, я думаю, такие тоже будут популярны. Так, наверное, лучше видно. Вот. Такие малыши вязала из софти, и схема это, знаете, такие маленькие авокадики. Я такие вязала из хлопка, но они были маленькие, я их продавала по 80 рублей. Ну, связала вот такие вот из софти. Не знаю, напишите, кстати, поставить цену 100 рублей или 150. Как вы думаете? Вот вы бы какую цену поставили? Ну, вроде бы он маленький. Так, сейчас скажу. Ну вот смотрите, буквально 7 сантиметров получается. Вот такой вот авокадик. Ну да, вот даже не знаю, как он может быть 150 стоить, если у меня вот такой вот 200 стоит. Хотя... В общем, напишите, за сколько бы вы продавали вот такого авокадика маленького. Если у меня вот такой вот 200 стоит. Да, ну да ладно. Ну, зато за 200 его покупают. И покупают, кстати, сразу 2. По одному не покупали еще. Я вот вязала 3 или 4 парочки. И всегда по 2 берут. Также у меня остался один крабик по мастер-классу Татьяны. Тепло и уют Татьяна. Вот. Такой вот брелочек. 2 у меня купили. И вот один у меня остался. Вяжется очень быстро. Все, наверное, видели видео про 101 амигуруми. Вот. В общем, такой малышек. Также еще была связана вот такая вот черепашка. На самом деле их было связано 5 штучек. И вот это вот 6-я. Но у меня в наличии только одна, которую я вязала в мастер-классе. Вот. Это самая корявенькая. Ну, что поделаешь. Конечно, когда вяжешь на камеру, не очень удобно. Кстати, а вы пробовали стоя вязать? Я вот, когда снимаю мастер-классы, стоя снимаю все. Ну, я и сейчас стоя снимаю. Просто, чтобы был более хороший звук. Потому что если сидишь, то... в общем, голос далеко от камеры и плохо слышно. Ну, а использовать всякие там микрофоны и все остальное, ну, да, перебор, наверное.
Так, и последние две игрушки. Но последние не потому, что остальных у меня нету. Остальные я либо не собрала, либо продались. Ну, в общем, как я уже говорила. И часть у меня в магазине находится. Это такие были эксперименты. Я искала схемку для тигрика, которого буду вязать к Новому году. Кстати, я здесь, оказывается, вязала хвост, который... Ну, в общем, здесь вот коричневый цвет номер 40, а вот здесь вот 70. Не знаю. В общем, невнимательная была. Хвост у меня одним, а вышила полоски другим. На вот этого тигренка у меня мастер-класс ВКонтакте есть. Я оставляла ссылочку. Вот такой вот он получился. По-моему, я его в готовом виде не показывала. И вот этого тоже я оформила. Вязала все цельно. Ну как, все я повязывала, а ушки я пришивала. Ну и мордочку. Вроде бы он такой миленький, все, но голова у меня получилась какая-то, видите, такой вот трапеция, она получилась не круглая. Хотя вроде я и набивала, ну, в общем, старалась тут все. Ну, что-то как-то опали у него щеки. Вот. Хотя, может быть, надо начинать отсюда вязать и здесь вот закрывать. И тогда получится получше. Будут убавки. Наверное, с головы надо вязать. В общем, такой малыш. Вряд ли я его буду продавать. Скорее всего, останется кому-то на брелочек. Наверное, ножки надо ему подшить. Все-таки с вот такими ножками он смотрится лучше, чем если который такой растопыренный. Вот. Это и все мои игрушечки, которые были связаны за лето. Но еще раз повторюсь, их было намного больше. У меня, в общем, есть такой блокнотик, где я записываю все игрушки, которые я вязала. И вот смотрите, в июне в прошлом году у меня было всего 8 игрушек связано, а в этом году 27. Далее в том году у меня было 5 игрушек и топ связан за июль. А в этом году целых 47. Но здесь я вязала много игрушек для магазина. Это я так поотмечала, которые находила. И также был у меня заказ в конце месяца. Я вязала много черепашек, пончиков. Ну, в общем, был заказик. И в августе тоже. Не знаю, я, может, не всех записала. А, может быть, всех. Ну, кстати, тут тоже у меня всего 5 игрушек и чехол на подушку. А здесь у меня 13. Но если честно, я, наверное, сюда не записала. Хотя, может быть, записала. Ну, в общем, всего 13 игрушек получилось. Вот. Как-то так. Ну, в общем, 47, 27 и 13. Так. Итого у меня получается 87 игрушек связано за лето. Девочки вяжут по 100 игрушек за месяц, а у меня 87 за 3 месяца. Но хочу сказать, что это довольно-таки большое количество. Если честно, я не помню в том году, сколько я связала, но позапрошлом году у меня было всего 97 за год. Да. Почему-то мне кажется, что в прошлом году было 144. Но я тогда не особо много брелочков таких вот вязала. В этом с появлением, так сказать, точки сбыта, да, у меня их побольше получилось. Также я вам сейчас ставлю коротенькое видео и фотографии игрушек, которые еще были связаны. Там были и брелочки, игрушки побольше. Ну, в общем, посмотрите. Возможно, не все игрушки я снимала, фотографировала. Ну, в общем, что у меня сохранилось, то я вам и покажу. Приятного просмотра.
Вот такая вот красота у меня связалась за лето. Впервые такое лето было у меня плодотворное. Обычно у меня не очень. Больше отдыхаю, но в этом году как-то получилось больше работать. Вот. Спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо за подписки, за комментарии, за все-все-все. И буду ждать комментарии по поводу, какую цену вы бы поставили на вот такого маленького кадика, который 7 сантиметров. Вот. Все. Всем спасибо и всем пока.